Друзья, всем огромный привет! В этом видео приготовлю грибной порошок и грибную приправу из лесных грибов. Это один из самых, на мой взгляд, простых и удобных способов использования сухих грибов в различные блюда. Обычно грибы сухие надо предварительно замачивать, заливать кипятком или отварить и дальше уже их потом готовить. Так как я заготовила 4 вида грибов, то один грибной порошок я сделала смесь, а вот второй баночки грибной порошок почти белого цвета, не менее ароматный. И, кстати, из таких грибов, что очень доступные и не все их берут, но зря, они очень ароматные. Дальше все подробно расскажу. И еще из грибного порошка в любой момент можно быстро приготовить домашнюю ароматную вот такую грибную приправу. Очень удобные ароматные заготовки, лишними не будут на кухне однозначно. Всегда под рукой, можно добавлять в любой момент к различным подливам, первым, вторым блюдам, что придаст им свой неповторимый аромат и вкус. И, конечно же, остановлюсь на некоторых нюансах сушки грибов. Возможно, для кого-то это будет новым и интересным. Первый вид грибов, который я использовала, это маслята. Перед сушкой грибы я хорошо очищаю, но не мою, так как грибы, они как губки, впитывают очень большое количество воды, и лишняя влага нам не нужна. Поэтому после сбора я ножиком хорошо их очищаю, снимаю сверху вот эту шкурку ненужную и разрезаю как бы пополам, чтобы они побыстрее высохли. Стараюсь, чтобы все грибы были приблизительно одной толщины, чтобы равномерно происходил процесс сушки. Сушу в электросушилке буквально 12 часов в ночь, и грибы высыхают. Вот, хорошенько очищаю, но ничего не мою. Смотрим, чтобы не было никакой грязи, никаких жучков. И вот так вот. Второй вид грибов — это опята. Для сушки я использую вот такие большие шляпки. Ножки они у этих грибов и так сами по себе сухие, поэтому я их срезаю просто. А сушу одни шляпки. И третий вид грибов — это сыроежки. Сыроежки, очень многие эти грибочки не берут в лесу, но зря. Вот этот грибной порошок, который получился почти белого цвета, вот он приготовлен из таких грибов. Тоже хорошо их очищаю. Ножка у этих грибов очень плотная, поэтому ножки я использовать для грибного порошка не буду. Они просто потом я их буду готовить отдельно, как бы отложу. И вот даже вот такие переросшие сыроежки, кажется, они уже никому не нужны, но для грибного порошка как раз они очень-очень даже подходят. Они очень ароматные, вот эти пластинки. Быстро шляпки вот эти такие высыхают. Они сами даже уже крошатся. Влаги в них мало, очень быстро сохнут такие, но они очень-очень ароматные. Грибы сушились в электросушилке у меня где-то 12 часов в ночь. За ночь они высохли. Это сыроежки и опята я их сушила. А там у меня еще два вида грибов. Это маслята и маховики. Их сушила я еще раньше, и они у меня хранились в банке, поэтому они не такие сухие. И вот так как с такими грибочками, которые только-только, как говорится, с пылу с жару, с ними так не получится. Вот опята, шляпки, они тоже очень крохкие, быстро высохли, и даже руками их можно перемять. Уменьшаю я их в объеме, чтобы потом легче было их измельчать. Измельчать я буду в ступке. Вот маслята, они и маховики сушеные, они уже
хоть и хранились в банке плотно закрытой крышкой, но все равно их так легко они не крошатся, и их сложно будет измельчать. Потом расскажу, что я буду с ними делать. И вот измельчать буду в ступке. Почему в ступке? Потому что если в кофемолке, все превращается как бы в пыль. А тут вот именно вот этого грибного порошка получается такая структура с такими крупинками и более ароматная. Но, конечно же, измельчаете любым доступным вам способом. В ступке наиболее, мне кажется, такой вариант хороший. Вот, посмотрите, этот порошок такой светлый, красивый, такого бежевого, почти белого цвета. А вот эти грибочки, которые хранились у меня в банке, вот некоторые кусочки хорошо разминаются, а остальные плотные. А 5 я точно так же измельчу в ступке. А вот эти грибы надо просушить, или в электросушилке немного просушиваете, чтобы они испарилась лишняя влага. Вот таких 2 порошка у меня получилось. Или вот на таких тарелках я отправила буквально на 1 минутку в микроволновку. Они подогрелись и вот остывают полностью на тарелках. Когда они остынут, они очень легко крошатся. И вот так вот фракцию покрупнее я в сторону. А тут у меня уже готовый порошок вот получился. А кусочки покрупнее в ступку и измельчаю дальше до нужного состояния. Точно так же я поступила и с маслятами. Вот, уже готовый грибной порошок. Теперь у меня получилось 4 вида грибов в виде порошка. Все смешиваю в равных количествах. Все 4 вида грибного порошка. А вот этот порошок из сыроежек такого светлого красивого цвета я отставлю в сторону и отдельно буду его использовать. Все осталось только смешать и пересыпать в сухую баночку и закрыть плотно крышкой. Дальше специя грибная. Я ее буду готовить и с самыми доступными добавками, которые, наверное, есть в каждом доме. Это сушеный укроп и сушеная петрушка и сушеная морковка. Вот мелко на терке натертая. Пропорции 2 к 1. То есть 2 части грибов, 1 часть петрушки, укропа и морковки. По 3 чайных ложечки я взяла. Я измеряла чайными ложечками, поэтому по 3 чайных ложки укропа, петрушки, морковки. Можно добавлять любую овощную смесь и листья салата. И тогда 6 чайных ложек вот сушеного этого грибного порошка. Для того, чтобы вкус грибов хорошо чувствовался в этой специи и приправе. То есть 2 к 1. И получается, друзья, вот такие ароматные добавки к первым, вторым блюдам. Очень легко и просто приготовить. И лишними они точно не будут в любом доме. Друзья, если вам было интересно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня это очень важно. Конечно же, подписывайтесь, кто не подписался. Не забывайте про колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. С вами была Виктория. До новых интересных видео. Пока-пока.